щастя, здоров'я. Сьогодні я беру інтерв'ю у українського майстра феншуя Анатолія. І основне перше питання – це що означають іерогліфи феншуй і що таке взагалі феншуй. І мені цікаво, як майстри феншуя вітаються. Ніхао. Ну, це всі знають, що це на китайській мові доброго дня. По-перше, добрий день, Сергій. Дай Бог здоров'я. Ніхао, я з вами вже поздоровався. Мене знають в миру як Анатолій Вербицький, але вже 5 років, як мені мій майстер дав звання сюцай. Це називається людина, яка достигла особливих навчальних цікавого розвитку, і дав мені ім'я Бумінзи. Що воно обозначає, я вам не скажу, це таємниця феншуй. Ось, да. Тому мене зразу знають тут в Україні як майстер Бумінзи. Колись, 20 років назад, астіки вчаться на настоящого майстра, можна сказати так, коли мені мій вчитель дав перше ім'я, я не мав права його розголошувати, тому що я був ще неопірений жовторотий птенець, як кажуть. Да. А для майстрів феншуй, для людей, які займаються феншуй, це дуже, скажімо, ми можемо працювати, ми можемо спілкуватися з людьми, але ми можемо і повинні бути в тіні. Тому що, чому в тіні? Тому що ми походимо від цікавої науки і релігії, яка називається даосизм, дао. А даоси, стародавні даоси, вони були постійно в тіні, вони були постійно, як кажуть, отшельниками. Ось. І, скажімо, робили дуже багато цікавих справ, але людина, непосвідчена людина, не могла до нього дойти, до цього майстра. Як казали стародавні майстри, якщо буде воля неба, тоді вона нас зведе. Ось. А тепер про саму сутність феншуй. Що таке феншуй? Дійсно, ви праві, пане Сергію, що феншуй складається з двох іерогліфів – фен і шуй. Фен обозначає вітер, шуй – вода. Чому так? Як каже стародавній надпис на дуже стародавній книжці, повітря зупиняється біля берегів вод. І це називається феншуй. Чому так відбувається? Тому що, шановні глядачі, ви будете, напевно, дуже удивлені. Здивовані? Да, здивовані, тому що настоящий феншуй починався з, як ми називаємо, інського феншуй. Інський феншуй – це феншуй, прошу прощения, могил. То есть в Старом Китае знали, что верили в то, что если в благоприятном месте захоронить родственников, чтобы там было сухо, чтобы там не было ветра, вот, тогда те люди, которые умерли, они от нас не уходят навсегда. Остаются, как мы говорим, тени их, дух их. Они будут удовлетворены и будут предоставить своим нащадкам дуже багато знань, вмінь, багатства, тобто добробуту. Як у нас кажуть, це сила роду, але я хотів зазначити, що є складності перекладу, вибачайте, і да. Важко перекладати з китайської там, на українську мову, але Анатолій Бумінзи, майстер, він є автором одної з книг по феншую україномовною. Але далі для комфорту глядачів Анатолій буде говорити вже російською мовою, щоб ці терміни були зрозуміліші, це більше про комфорт, і ми підемо далі розкрити більш глибшу ідею самого феншую. Як ви прийшли до... Это очень интересный вопрос, и, как говорится, это, наверное, кармический, как мы говорим, по судьбе пошло. Потому что я
интересуюсь Древним Китаем еще, скажем так, с лет 10-11. Я помню, что у меня в комнате висели на черном бархате, я вырезал иероглифы, разбил елочные игрушки, помазал эти иероглифы на черной бархатной основе клеем, эти стекляшки, значит, так наклеил их и повесил на стенку. Они переливались всеми цветами радуги. И я просто входил в какой-то неимоверный восторг, экстаз. И потом понемногу, потихоньку я начал интересоваться Китаем. Потом у меня появилась большая такая картина, мне нарисовал друг. Древний китаец с бородкой стоит, держа свою бороду. Это потом я узнал, что это была картина еще 12 века. Но она была маленького очень размера в советской энциклопедии. Вот. И там были обозначены 365 точек акупунктуры и иглоукалывания. И вот это тоже меня приводило в восторг. То есть все, что было связано с Китаем, мне было интересно. И вот в 1997 году, будучи на нашем Хмельницком рынке, прошу прощения, но это было действительно на русском языке, только печатались книжки. Это только сейчас я начинаю пробивать дорогу в издательство книг по фэншуй на украинском языке. Хотя, в принципе, не только я знаю, что уже выпустили несколько книг по фэншуй. Ну вот она называлась «Раймодло. Фэншуй и анализ судьбы». Датирована 1997 годом. Вот, она есть. Вот эта книга была. Вот это можно считать рождение меня как человека, который начал интересоваться фэншуй как таковой. Скажу честно, меня в то время мало кто понимал и воспринимал, потому что это было все новое, все интересное. Но с другой стороны, немножко быт заваливал, как говорится, делал свои плохие, скажем так, шаги в сторону фэншуй, а то в мою сторону. Но ничего, мне это хотелось, я этого добивался. И в 2000 году я в Киеве встретил своего учителя, с которым мы познакомились на Крещатике. И после этого я уже остался, скажем, вместе со своим учителем до сих пор. Я с ним контактирую, мы вместе с ним форсируем и переходим эту речку под названием Дао. Мой учитель пошел далеко, он занимается природой бессмертия. Я остался на уровне фэншуй, но для меня другая миссия. Как правильно вы, Сергей, сказали, это переводы. Я сейчас занимаюсь очень серьезно переводами, очень у меня большая библиотека с китайского, с древнекитайского языка, и я перевожу книги. Вы сказали, что одна книжка. Нет, не одна. Вы ошиблись. 7 книг. 7 книг, которые сейчас я могу издать. И это будет очень интересно для людей. И самое главное, на украинском языке. Вы воспринимаете сейчас русскую речь. Я понимаю, сейчас идет война. Но, как говорил Сергей, тяжело, очень тяжело переводить термины китайские на украинский язык. А вот перевод в литературной ипостаси приходится сидеть, энциклопедию поднимать, словари поднимать. И вот таким образом переводится. Я хочу, чтобы действительно тема фэншуй была очень хорошо обозначена в нашей украинской литературе. И чтобы фэншуй, научный фэншуй, не та беллетристика, которой очень много на русском языке, а именно научный фэншуй. Да, фэншуй и наука, они идут рука об руку.